Россия теряет территории. Громкие заявления на фоне оглушительного поражения. Оружие нового поколения для новых ударов. США готовят сюрприз для Ирана, а заодно демонстрацию для его главных союзников. Новый поворот в конфликте Украины и Израиля. Что стало с зерном раздора? Опять 25. Орбан ушел, проблемы остались. Мадьяр оказался не так-то прост. Российская экономика летит в пропасть. В Кремле это признали публично. Сотрудники ТЦК снова стали мишенью. Раньше нападали с ножами, теперь стреляют из автоматов. Диктатура вредна для здоровья? Мор топ-менеджеров начался не только в России. Генерал шокировал заявлением, что все это время скрывал Валерий Залужный. Досмотрите об этих и других событиях к утру пятницы 1 мая. Только главное, без шума и пропаганды. Нехта рассказывает о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Москва продолжает надувать щеки на фоне неудач на поле боя. После того, как российским войскам в Мали пришлось стремительно драпать, оставляя позиции, голос Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет цепляться за африканскую землю. Это ожидаемый процесс. Процесс охлаждения экономики имел место, он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности. Но определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. А вот у повстанцев другое мнение на этот счет. Туареги из состава фронта освобождения Азавада и связанная с Аль-Каидой группировка Джамаат Нусрат Аль-Ислам Аль-Муслимин продолжают теснить местную военную хунту. Высокопоставленный представитель туарегов Мухаммад Аль-Маулуд Рамадан в Париже в интервью французским СМИ заявил, цитирую, «Наша цель – заставить Россию навсегда покинуть Азавад». А Азавад – это такая историческая область в северной части Мали, которая населена преимущественно туарегами. Похоже, что Путин послал в Мали сначала ЧВК Вагнера, а потом и кадровых военных вовсе не сражаться с террористами. Просто эта несчастная африканская страна занимает 3-е место по объемам добычи золота на континенте, а также обладает огромными запасами лития, нефти и газа. США готовят оружие, которого еще не применяли. По данным Bloomberg, командование США хочет перебросить на Ближний Восток новейшие ракеты Dark Eagle. Обоснование – иранцы вывели свои пусковые установки за пределы досягаемости обычного высокоточного американского оружия. Речь о серьезной эскалации. Темные орлы летят со скоростью свыше 6000 км в час и могут бить почти на 2700 км. При этом ракета способна маневрировать для обхода систем ПВО. Стоимость одной такой игрушки производства концерна Lockheed Martin примерно $15 миллионов. Всего их у США не более 8 штук. Окончательного решения пока нет, но если его примут, это будет первое развертывание гиперзвукового оружия. Причем это позволит не только точнее и мощнее ударить по режиму Аятолл, но и послать выразительный сигнал России и Китаю. Трибунал для военных преступников. В ЕС переходят к следующему шагу. Европейский парламент принял резолюцию с требованием создать специальный трибунал по преступлениям России против Украины. За проголосовало абсолютное большинство депутатов. Это мощный политический сигнал. Речь идет не о символике. В документе прямо говорится, к ответственности должны быть привлечены все, от политического руководства до военных и судей, включая окружение Владимира Путина. Параллельно ЕС поддержал расследование уже действующей структуры Международного уголовного суда в Гааге и напомнил, страны обязаны арестовывать подозреваемых по его ордерам.
Новый поворот в деле, которое чуть не рассорило Украину и Израиль. После многодневного межгосударственного спора компания «Цинципер» отказалась принимать партию зерна с российского судна. Речь идет о пшенице, которую, по версии Киева, вывезли с оккупированных территорий. По словам украинского посла Евгения Корнейчука, зерновоз уже покинул порт в Хайфе и ушел в нейтральные воды. Это свидетельствует об эффективности юридических и дипломатических усилий Украины. В то же время это четкий сигнал всем другим судам, капитанам, операторам, страховщикам и правительствам. Не покупайте краденое украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления. Ранее министр иностранных дел Израиля заявлял, что Киев не предоставил доказательств происхождения зерна. Позже к спору подключился Владимир Зеленский и Брюссель. Дело грозило обернуться украинскими и европейскими санкциями по отношению к причастным к покупке израильским юридическим и физическим лицам. Похоже, конфликт между двумя государствами, у которых есть общие враги, погашен. Вот только груз около 26 тысяч тонн зерна на сумму примерно $7 миллионов все-таки остался в руках российской компании. Орбан ушел, но Будапешт снова ставит условия, теперь уже при новом лидере. Петр Мадьяр требует расширить права венгерского меньшинства в Украине. Только после этого будущий премьер готов поддержать переговоры о вступлении Киева в ЕС, пишет Bloomberg. Речь идет о доступе к образованию на венгерском языке и других правах. По сути, это те же требования, которые раньше выдвигал Виктор Орбан. В Брюсселе рассчитывали на другое. После смены власти ожидали, что блокировки уйдут и процесс интеграции Украины в Евросоюз ускорится. Но недавние переговоры Мадьяра с Антонио Кошта показали, все сложнее. Вашингтон готовит частичный вывод войск из Европы. Дональд Трамп заявил, что США могут сократить военный контингент в Германии. Решение обещают принять в ближайшее время. Сейчас там размещены более 36 тысяч американских военных. Это крупнейшая база Соединенных Штатов в Европе. Заявление прозвучало на фоне конфликта с канцлером Фридрихом Мерцем. Тот раскритиковал войну против Ирана и заявил, что у Вашингтона нет четкого плана. Трамп ответил жестко, обвинил Берлин в слабости и проблемах в экономике. После известия из Вашингтона глава немецкого правительства сделал несколько заявлений, которые, возможно, могут задобрить Дональда Трампа. Иран должен сесть за стол переговоров. Он должен прекратить тянуть время. Он больше не должен держать в заложниках весь регион и в конечном итоге весь мир. Военная ядерная программа Ирана должна быть прекращена. Не должно быть никаких дальнейших нападений на Израиль и наших партнеров в регионе. Российская экономика падает, но это способствует стабильности. К такому оригинальному выводу пришел пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Это ожидаемые процессы. Процесс охлаждения экономики имел место, он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности. Но определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. Ну, это просто какое-то новое слово в экономической науке. Такое тянет на Нобелевку. Впрочем, возможно, это как раз то, о чем несколько лет назад проболтался сам Владимир Путин. Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я сам смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Новое нападение на сотрудников ТЦК в Украине, на этот раз со стрельбой из автомата. В Ровенской области мужчина открыл огонь по группе военных и правоохранителю. Инцидент произошел в селе Верба во время проверки документов. По данным полиции, нападавший использовал автомат. Ранены двое – военнослужащий и полицейский. После этого преступник скрылся. В Израиле решили не разгружать зерно, вывезенное Россией с оккупированных украинских территорий, а вот Европа начинает бить по серым схемам Москвы больнее. В Швеции арестовали грузовое судно «Кафа». Корабль был задержан в Балтийском море еще в марте. Все это время он стоял у берегов Трелеборга. Но теперь его точно не отпустят, и дело может дойти до передачи другому государству. В Киеве называют это прецедентом. Впервые задержание
российского теневого судна может закончиться фактической конфискацией, и это меняет правила игры. А в Беларуси начался настоящий мор директоров. Скончался Олег Панасюк, глава знаменитого Керамина. По фото, конечно, не скажешь, но этому руководителю было всего 46 лет. Что стало причиной, неизвестно. В официальной версии есть лишь формулировка «скоро постижно». Он возглавил компанию совсем недавно, в марте прошлого года. В 2020 году Панасюк был председателем избирательной комиссии и там успел отличиться как верный служака режима. Вызывал милицию на наблюдателей. Но это не единичный случай. Чуть больше недели назад ушел из жизни руководитель унитарного предприятия «Рогачевский МКК-сервис» Максим Бахтин. Как и Олег Панасюк, Бахтин возглавил предприятие только в прошлом году. Но этому руководителю было вообще всего 28 лет. Головой ответишь за это. В стране, где министров, судей и даже директоров региональных предприятий десятилетиями назначает или как минимум утверждает один бессменный человек, такое неожиданное совпадение заставляет задуматься. Громкое заявление, которое заставило многих очень сильно удивиться. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время онлайн-дискуссии со студентами украинских университетов рассказал о своем завещании. Когда я буду умирать, я заставлю своего сына поклясться, пока я не умер, что он вернет себе и сарай, и этот огород. И еще он мне поклянется в том, что если он этого не сможет сделать, он поклянется мне, что он своего сына заставит сделать это так. И поклянется ему, что сын вернет назад все, что у нас забрали. Самое интересное в заявлении генерала то, что о его сыне до сих пор не было известно. Официально чета Залужных имеет 2 дочерей. Где произошел выброс опасного вещества, а столб дыма растянулся на 120 километров? Какое мощное оружие скрывала Украина? Как в очередной раз опозорился Путин? Где удар по объекту ФСБ привел к жертвам? И кто поставил синяки Лукашенко? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.